Всем привет! Сегодня непростой выпуск, потому что непростое время. Март 2020 года. По земле гуляет эпидемия коронавируса. Значит, в этом выпуске я постараюсь осветить то, что происходит немножечко с этой пандемией, то, что происходит между мужским и женским началом, ну и вообще то, что витает в воздухе. Значит, начну с коронавируса, который, наверное, одна из самых актуальных тем на данный момент. То, что мы с вами наблюдаем, это не пандемия, это информационная неподготовленность к такого рода проблемам. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что информационно, у нас такое засилие информации просто в целом, что мы с вами не знаем, чему верить, чему не верить. Реакция стран на этот вирус разная и своеобразная. Я не могу, например, сказать, что то, что Россия отмалчивалась, это плохо. Россия огромная страна. Паника в России – это пипец. Это просто нельзя. И я верю, что, управляя такой страной, выработать сразу правильную стратегию практически невозможно. То есть мы до этого еще не сталкивались с такими эпидемиями и такой легкой распространенностью информации в воздухе, причем как ложной, так и правильной. Это так, то, что сейчас в социуме происходит. А на самом деле рассматривала вирус частично. Из того, что я могу увидеть, из того, что я могу прощупать в воздухе, он где-то процентов на 40, 45, не настоящий, искусственный. То есть, скорее всего, вирус был сфабрикован в какой-то из лабораторий. Является ли он экологическим оружием или попыткой создать экологическое оружие, возможно. Это, по мне, так это не особо важно сейчас, потому что на тонком плане умер патриархальный строй. Это следующее, то, что я сейчас буду рассказывать после вируса. И тут все, что происходит, мы, конечно, постараемся не забыть, что вирус появился обильно в массе тогда, когда Сатурн вошел в Козерога. То есть вернулся в свой родной дом, и у нас начался период воздаяния грехов за все, что мы делаем. Как воздаяние? Вернее, воздаяние не грехов, а воздаяние плодов за все, что мы делали. Соответственно, за грехи наказание, в кавычках опять-таки, потому что каждый сам себя наказывает, каждый сам решает, как будет все это дело распространяться. Если у вас есть чувство вины, вы себя сейчас наказываете, вам сейчас плохо. И, соответственно, тем, кто проработался, чувствует себя достойными, то и сё, и пятое, десятое, у того более-менее все нормально, и он чувствует, что все в порядке, что то, что в мире паника происходит, его не коснется. Значит, я так понимаю, что штамп искусственный частично. Что еще нужно знать? Что он видоизменяется в зависимости от болезни, которые находятся в организме носителя. То есть я так понимаю, что он в Китае вышел немножечко из-под контроля и мутировал так, что те, кто его придумал, не смогли потом его же лечить. Скорее всего, нарвался, залез в тело, в бедной деревне человека, который болел какой-нибудь хренью, которая уже там в Европе давно исчезла. Сразу предупрежу, меня колбасит, то есть уже недели 2, у меня немножечко потрясываются руки, меняется физика, я буду говорить не собрано. Я ловлю волны, эти общечеловеческие, панические, суицидальные, нелегко. И всем эмпатам, ребята, держитесь, я с вами. Сейчас за нами великая работа. То есть все те, кто могут, все те, кто чувствуют, медитация по максимуму сейчас. Пожалуйста, не паникуйте, не разносите всю эту хрень. Сейчас начнется. Не обращайте внимания. Я просто, и эмоциональный человек, и очень чувствительная.
тому, что происходит. Вот, так что эмпаты, держитесь, старайтесь успокаиваться, старайтесь держаться подальше от толпы. Сердечники, те, у кого большое сердце, те, кто отвечает за атмосферу, те, кто чувствует, что когда он заходит в комнату, да, в комнате поднимается настроение у всех. Вот это вот сердечники, люди с большим сердцем. Ваше предназначение светить. Вот сейчас, как никогда, вот нужны люди-светлячки. Потому что темные времена только начинаются. Значит, дальше, что еще могу сказать про этот коронавирус? То, что он таргетирует, он нацелен на аудиторию, не имеющую представления о самоидентификации. То есть он таргетирует тех людей, которые не могут взять ответственность за свою жизнь, за свои действия, за свои мысли, эмоции на себя, а ставят себя в зависимость от других людей. Или не могут понять, кто они, что они, и не могут выстроить свой собственный мир, исходя изнутри, исходя из сердца. Вот, те, кто живет мозгом, частично попадают под, частично уязвимые при коронавирусе. Вот, и те, кто до сих пор смотрит на себя глазами других людей и отдает другим людям право судить себя. Вот поэтому Китай, коммунизм, да, там большой брат, там они все не хозяева своей жизни, они все очень привыкли, это прям в культуре, смотреть на себя глазами других людей и давать себе оценку, хороший мальчик, хорошая девочка, в зависимости от того, что думают родители, партнеры, близкие, далекие, там, соседи, вот. Вот почему старшие люди, мелкие-то они уже с новой энергетической структурой, а старые, они вот не могут перенести ракурс, вот эту вот точку восприятия, ракурс зрения на свою же жизнь. То есть они никогда не станут творцами, они никогда не начнут творить для себя. У нас в среднем человек начинает жить для себя, если начинает женщина там в районе 36-38, мужчина в районе 45-46. В этом возрасте происходит переосмысление жизни и понимание того, что родительские блоки заставляли все это время нас жить из страха либо под родителей, либо для родителей, либо вопреки родителям и назло родителям. Я таким не буду, я не буду как мама, я не буду как папа. И вот из этого строится вся жизнь. Не я хочу проявлять себя, свой внутренний мир, я хочу понять, кто я, а я не буду как мама. Или я хочу быть как папа, мне надо быть круче, чем отец. Вот это вот тоже программа. Вот. Это очень тонко. Многие люди вообще не понимают, о чем я сейчас говорю. Многие люди считают, что они суперцентрированы. У вас могут быть жесткие установки, друзья мои. Вы можете себя знать досконально, но это не значит, что вы живете из себя, из центра. Я видела очень много людей, которые прям, были руководителями крупных компаний, добивались многого, но при этом за них мама решала, например. Она говорила, я хочу, чтобы ты был такой. А он там может быть совершенно другой. Он там может быть, не знаю, рыбак по жизни. Вот сейчас все, что было актуальным в патриархате, слезает, уходит. И, конечно, коронавирус – это один из инструментов сейчас человечества, потому что это не вселенная, друзья мои, посылает вам все это человечество, это коллективное бессознательное, это матрица, которая сейчас меняется и которой нужно расшатать, внедрить такие события, впечатления, чтобы расшатать социум, потому что сменился патриархат. Но давайте к патриархату уже, да, вот что такое вообще смена патриархального строя для социума? Это пипец, это все, это смена всего, вы не понимаете. Это смена мышления, это смена уклада, это смена экономического, политического режима. Вот для того, чтобы вы понимали, как в патриархате выглядит матрица, выглядит структура, да, человечества, по которой мы все живем. Это кубики, это решетка, это вот кубик-рубик в бесконечности, раскинутый по земле. То есть это прям ячеечки. И, соответственно, в этих ячеечках вы тоже какая-то ячеечка, вы не центр, вы никто. Вы одна из ячеечек, которые должны быть максимально похожи на все эти ячеечки. И
Эти все ячейки находятся в одной главной ячейке. То есть у всех стран должен быть один правитель, у всего должен быть один лидер, должен быть главный, должен быть сильный, должен быть тот, кто укажет. Представляете? Я уверена, что у 80% мужчин, например, схема, в которой нет одного лидера, просто не может ужиться в голове. Просто нейроны не могут соединиться и понять, а как это, когда кораблем никто не управляет? Вот так, друзья мои, все, патриархат умер. Вот эта ячеечность на тонком плане, да, стремление быть одинаковыми, стремление навязать одинаковые правила, оно во всем встречается. В любой сфере вы возьмите социальную сферу, экономический уклад, политический уклад, строение социума, оно все патриархальное у нас. У нас у Бога мужское лицо было 10 тысяч лет. Понимаете как? То есть женщина априори была немножечко недочеловек. Женщины без паники. Мы сами на это пошли, мы сами на это согласились, потому что матриархат это тоже непросто. И для того, чтобы прогрессировать, нам надо было слезть с матриархата, в котором мы не развивались. Было так хорошо, было все в порядке. Человечество не развивалось. Тогда было общеколлективное бессознательное приняло решение как бы сделать акцент на мужчинах и развить мозг для того, чтобы потом активировать женское начало и чтобы вот то, что мы в матриархате накопили, стало сочетаться с развитым мозгом, с тем, что мы накопили в патриархате. И на этой базе у нас появилось бы абсолютно новое взаимодействие, гармоничное между мужским и женским началом, которое бы позволило построить новую реальность и создать новый виток эволюции человека, создать таких существ, которые смогли бы проводить божественное, да, то, что в матриархате мы раскрыли в сердце, через мозг в материю, потому что мозг – это инструмент, при помощи которого мы здесь все материализуем. Мы создаем этот материальный мир, каждый. Вот. Значит, если в патриархате все было линейно и кубически квадратно, то вот сейчас то, что происходит, просто представьте на тонком плане. Мир каждого человека выходит из него, вот отсюда, из сердца, и похож на кучу сплетенных корней, которые представляют из себя энергетические потоки. И, соответственно, вот так будет строиться все. Время, да, у каждого свое, реальность у каждого своя. Им каждый будет Богом внутри, каждый будет творить свою реальность. И он должен быть на определенном уровне вибраций. Если мы вибрируем высоко, то этот шар, приходя в взаимодействие с другим шаром, то есть человек, входя в поле другого человека, и когда реальности соприкасаются двух людей, они не мешают друг другу, не наезжают, наоборот. Они тонко чувствуют друг друга, вплетаются и создают реальность вместе. Вот это то, к чему мы должны прийти. То есть сейчас сменится вообще все, уйдут деньги, например, да, и коронавирус под это. То есть сейчас система расшатывается. Как можно расшатать систему? Вот такими вот встрясками. Вот. И, соответственно, если вы перестроились, если вы не в мозгу, если вы не ячеечно мыслите, если у вас появилось объемное мышление, это четкое сочетание мозга и сердца, и работа в команде, то есть сердце чувствует, мозг обрабатывает, анализирует и выдает стратегию, да, а не мозг планирует, не базируясь ни на что, а сердце там сидит, офигевает и ревет, и говорит, ну только не так, пожалуйста, только не против, что ж ты делаешь? Вот это сейчас жить не будет. Это сейчас будет умирать на раз. Вот, поэтому, эволюция, она на то эволюция. Это внутри человека страсти там кипят. Есть добро, зло, хорошо, плохо. А природа нет такого. Но вот ты перестроился, ты входишь, да, в эти молодой, ты старый, неважно. Но перестроился, ты можешь быть творцом, ты живешь. Не перестроился, не можешь быть творцом, значит, ты не подходишь. Ты не в утиль идешь, ничего, ты просто перерождаешься. И уже рождаешься на готовое, на то, что создали те люди, которые прошли. И все. И в этом тоже нет ничего такого. Вот сейчас нужно прям максимум успокоиться и максимум почувствовать себя душой. Медитируйте.
Спускайтесь, ищите точку концентрации сознания в мозгу и спускайтесь, доводите ее до гипофиза, спускайтесь как на лифте в сердце, к душе поближе. Чем больше вы себя будете чувствовать душой, тем меньше вас коснутся вот эти вот темы. Паника какая-то или еще что-то такое. Сейчас как никогда можно чувствовать себя душой, можно чувствовать свою душу, можно чувствовать свою безлимитность, безграничность, безграничность во времени, этернель. Мой мозг перестраивается вообще, конечно. Я иногда заикаюсь, иногда встаю и думаю, так, мне полминуты нужно на то, чтобы понять, где я, кто я, как зовут, откуда, что. Катя, все. Катя, вот так вот, представляете? И это нормально. То есть это нормально сейчас, когда у нас идут нереальные трансформации, когда у нас идут нереальные перезагрузки. Поспокойнее к себе, не требуйте от себя ничего. Сейчас как никогда вообще нужно прям избавляться от чувства вины, точно. От всех негативных установок, точно. От всего, что вас тянет вниз, от всего, что рождает в вас панику, несоответствие. Если рядом с вами такие партнеры, уходите. Тяжело будет. Прям решайте. На раз решайте, смотрите на него и думайте, изменится или нет. Партнерша, партнер. Если не изменится, уходите. И себя потопите, и детей потопите, если дети есть. Вот. Сейчас произошло некое разделение, и часть людей уже отсеялась. То есть с частью людей я разговариваю, я понимаю, что в этой жизни им не светит, например, понять хоть что-то, не светит перестроиться. Очень многие неправильно рощенные, в детстве, да, мужчины и женщины смотрят на жизнь из страха. И разговаривают из страха, не из сердца. То есть им не интересно узнать, им интересно защититься. Вы наверняка в разговоре часто видели, что вы что-то пытаетесь донести до человека, а ему не важно вас понять, ему важно защититься, ему важно сказать: нет, а у тебя что, а ты как, а вот это, а вот то, а на себя посмотри. Это человек, который пытается защититься. То есть ему не важно узнать, ему не важно понять, ему не важно прийти к консенсусу. Понимаете, как если вы в разговоре видите, бросаете. Не спорьте, никому не надо ничего сейчас доказывать. Сейчас нужно формировать собственную реальность, собственный внутренний стержень, такую базу, с которой потом вы сможете пойти. Потому что ничего, вот у меня сейчас куча, все задают вопросы, когда все закончится, Катя? Да никогда. Ничего не закончится, все. Новый мир пришел, смена матриц. Сейчас время будет течь совершенно по-другому. Сейчас скорость мышления будет совершенно другая. Почему ваши дети сидят в планшетах и в телефонах? Почему им не интересно бегать по улице и читать ваши книжки? Да тупо потому, что у них скорость мозга нереальная. Для наших бабушек и дедушек комфортно слышать 100-150 слов в минуту. Лимит. Для нас комфортно слышать, 200-300 слов в минуту, да, 30-летние, 40-летние, 45-летние. Молодежь 800 слов в минуту воспринимает спокойно. Мозг воспринимает спокойно, это только начало скоростей. Это маленькая толика того, что сейчас будет происходить. Маленькая толика. Поэтому до конца непонятно. То есть сейчас невозможно предсказать будущее. Каждый делает свое будущее сам. Вы решаете. То есть уже все. Уже мы прошли ту стадию, когда надо было бежать к бабке и спрашивать, что будет в следующем году, или заказывать какие-нибудь солары, или планировать хоть что-то. Сейчас в моменте решается при поступлении. И у вас в моменте должен быть внутренний стержень, инструмент, открытое сердце и незашоренный мозг. Убирайте все бу-бу-бу. Для того, чтобы вы в моменте могли решать, как поступить. Только так вы выживете. Только так вы перейдете на следующий уровень сразу же, всем эзотерикам, особенно теткам, девоньки, убирайте программу развития через страдания, убирайте программу развития через боль. Я жертвую собой, я езжу чищу это, то все 5-10, у меня нет личной жизни. Нет, дорогие мои, это жертва. У вас может быть личная жизнь, у вас может быть куча денег, и вы можете точно так же ездить, чистить свои места только в комфорте. Понимаете как? Все те, кто работает на благо человечества,
Ваша задача сейчас убрать программу «я жертвую собой», «я развиваюсь через страдания». Надо, чтобы было сложно. Вот эта программа стоит у всех априори, да, без труда не вытащишь рыбку из пруда, это наша шея натруженная, это наши плечи больные, это наш контроль постоянный, контроль звездочка вот здесь вот находится, прям как паутинка. Иногда ее просто нужно снимать, потому что программа контроля, чем она чревата, это как только она включается, да, через какое-то время вы контролируете контроль. И самое страшное в контроле становится не потерять контроль над контролем. Поэтому убирайте вообще абсолютно программу, которая сжирает столько энергии, которая на стрессе держит организм, постоянно зажимает. Как убирать, да? Прям визуализируйте паутина такая, которая по всему мозгу серая с виска идет, с правого. И убираете ее и говорите: я доверяю Вселенной, я доверяю людям, я доверяю человечеству, я доверяю себе. Вот так вот. И все, и убираете, и чистите, и повторяете, переустанавливаете. Вот. Значит, еще раз напомню про мое видеоинструменты. Там я даю методики, как работать вообще со всеми этими делами на данный момент. Но очень хорошо слушать себя, первостепенно сейчас слушать себя и искать свои какие-то методы. Да? То, что я даю, это то, к чему пришла я. Это как пример, может быть. Если подходит, берите, пользуйтесь с удовольствием. Не подходит, ищите, смотрите внутри. У вас обязательно должен быть затронут энергетический слой, и надо найти, как управлять энергиями внутри себя, ментальный слой, как переделывать мозг, и физика, то есть на физике какой-то план, по крайней мере, питание, там и минимальная нагрузка, лечение, если оно нужно. Вот. Значит, ну вот это то, что касается смены матриц сейчас в целом. Ну и давайте затронем немножечко мужское и женское. Не люблю я эту тему. Вот, сейчас она как бы не люблю, потому что сложная. И на данный момент сложно. И устала я уже просто тупо. Вот я вам скажу, когда я сажусь, да, медитировать, я поднимаю правильное мужское начало по запросу, я поднимаю правильное женское начало по запросу. Даже не правильное, а просто женское, мужское. И вот я смотрю, и у меня справа на месте мужского встает плоский белый мужик такой, двудешный. Хороший мальчик. Я знаю, как правильно. А слева разворачивается просто неимоверное объемное существо, в котором вообще весь спектр эмоций проносится за секунду. Вот эта женщина. Цветастая, 3D-шная, принимает любую форму, как бы оно не... Это хаос. Вот сейчас из женщин прет хаос. Хаос — это та энергия, которая была сокрыта. Это Лилит в Ветхом Завете, которую убрали в Библии вообще напрочь. Да? Это вот настоящая ипостась женщины, которая сейчас раскрывается. Женщины, доставайте в матке наш хаос. Доставайте. Доставайте, убивайте, взрывайтесь, надо. Ну, аккуратно только, да. Я советую не на детей. Я советую не на детей. Вот. Но надо. Это та энергия, которая была зажата 10 тысяч лет. Без хаоса это структура. На самом деле хаос это единственное, что структурирует материю. И сейчас он вылезает для создания нового мира и для того, чтобы быть энергией регулятором справедливости, добра и зла. То есть институт справедливости, институт права нам и юридический институт нам больше не нужен. Вот та статуя Фемида, она все сняла, вот, да, богиня Фемида сняла свою маску с глаз. То есть справедливость сейчас будет регулироваться хаосом. Мужики, держитесь, я вам не завидую. Вот. То есть если ваша женщина на вас злится, вам пипец. Я вам советую пересматривать вообще, что и как. Женщины тоже, не бойтесь своего хаоса, доставайте. А вот сейчас, когда мужское и женское, вообще вот это белое плоское, да, и вот это вечно меняющееся, такое большое, ну, тяжело им соединиться, и очень тяжело. И мужчина опирается на мозг в своем суждении, поэтому он плоский. И на хорошее, естественно, мозг судит очень примитивно. Вот это белое, оно хорошо, вот это черное, оно плохо. Потому что он не чувствует, он не может в моменте решить, что хорошо, что плохо. Для этого ему нужно перелопатить кучу информации. А для того, чтобы не перелопачивать кучу информации, он пытается мыслить шаблонно, да, те же самые ячеечки. И установить для всего правила, технику, методику, шаблон.
Нет, так сейчас не будет. Сейчас будет каждый раз по-разному, не будет никакой шаблонности. У нас же творчество во главу угла становится, а деньги отпадают. Вот. Поэтому приоритеты будут меняться, все будет меняться. И эта шаблонность, она тоже будет уходить и уже вообще не актуальна. Вот, значит, что я могу сказать? Ну, косяки у всех, и у мужчин, и у женщин. Женщины, мы забыли, что такое быть женщинами, да? Мы за всех все делаем. Нас сейчас так много, потому что у нас и сердце как бы осталось раскрытым, и мозг еще добавился, и все, мы прям объемные, большие, мы уже прем, нам уже надо бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вперед, вперед, вперед. Вот, если мужик тормозит, мы сейчас за него все по-быстрому сделаем, будем недовольны, его тыркнем еще. Если вы делаете все, ваш мужчина не будет делать ничего. Это в них заложено. Вот это у них такая структура, он не встанет с дивана. То есть, если вы чувствуете, что вашему мужчине плохо, да, а вам еще хреновее, но вы понимаете, это родное существо, вот вы идете, делаете за него, и автоматически вы думаете, что родной человек, он для вас поступит так же. Нет. Мы так делаем, потому что мы так запрограммированы. Потому что нам важно, чтобы все было всегда хорошо. Вот это матриархат. И мы иногда делаем слишком много лишнего. А мужчина, он вот такой, вот он бережет энергию. Ему энергия нужна потом для рывка. Он не просто так лежит на диване. То есть, если он видит, что все вокруг делается, и что женщина его суетится, даже если она перенапряглась, он этого не чувствует. Девочки, он мозгом мыслит, он не чувствует вас. Для того, чтобы он вас почувствовал, нужна совместная работа, обоюдная. Нужно понимание, нужны общие цели в паре, нужно договариваться между собой. Вот. Ну, априори, вот обижаться за то, что он не вскочил с дивана, не забрал у вас веник или еще что-то, а вы перенапряглись, не надо. Надо бросить веник, сесть на попу и вкладывать в себя. Вот сейчас женщинам единственное, что нужно делать, это светиться и не делать ничего. Перестаньте ассоциировать себя с действием, как в патриархате. Вы не то, что вы делаете или сделали. Мужчина то, что он делает, мужчина себя собирает. Мужчина должен себя собрать, проявить волю, тогда он будет собой доволен, он будет собой гордиться, он достанет внутреннего зверя. Понимаете как? Но если женщина сделает все и вся, он не встанет с дивана. Это природно, это вот так вот. И все, это надо принять. Это не то, что он вас не любит, не уважает, просто у него вот, ну, как бы... Гены вот такие, природа вот такая. Вот то же самое мужчины про женщин. А у вас косяк на маме. То есть вы как бы в женщине, вы не можете женщину позиционировать как партнера. Вот сейчас, да, у вас она либо выше стоит, если мама бу-бу-бу-бу-бу-бу, и вы тогда вопреки маме назло или подстраиваетесь под нее, либо ниже. То есть тогда вы ее прям поддавливаете, гнобите, ее мнение не важно. Ставьте, учитесь заново, смотрите. Очень сейчас важно, дорогие мои мужички, понять, что сердце у нас слева, на левой части. Левая часть вся женская. То есть для того, чтобы вам сейчас быть полноценными, для того, чтобы пройти новые вибрации, вам нужно обязательно мыслить объемно. Объемную мысль дает чувство. Вот для того, чтобы понять смысл жизни, нужно отключить мысли. Потому что смысл жизни в чувствах. Вот если вы провели день, и вы весь день были в голове, вы не вспомните через 3 дня уже ничего, ни минуты из этого дня. Если целый день вы были в чувствах, если ваше внимание заострялось на том, что вы слышите, на звуках, на мелодиях, на, не знаю, там, на звуке поезда, на пении птиц, на чем угодно, на смехе детей, он останется у вас на всю жизнь, вот этот момент. Если ваши глаза поймали что-то яркое, если ваши руки погрузились или пощупали что-то приятное, да, если вы съели что-то взрывновкусное, вот это остается в памяти, вот это и есть жизнь. То есть живем мы не в мозгу. Мозг, он инструмент, он помогает жить. 10 тысяч лет мозг был в фаворе, и нам говорили думай, думай, думай. Именно для того, чтобы сейчас он включился и стал инструментом для чувствования. То есть он должен пойти за сердцем. Это значит, что в какой-то момент сейчас, промежуточный, мужчина должен пойти за женщиной, чтобы раскрыть сердце, встать рядом полноценно. И 2 полноценных существа будут творить полноценную новую реальность.
У обоих и сердце, и мозг. То есть, если раньше мозг был четко у мужчины, сердце у женщины, то сейчас и сердце, и мозг должны быть у мужчин и у женщин. И это должно быть грамотное взаимодействие внутри и грамотное взаимодействие с вашим там партнером снаружи. Понимаете как? Вот такие дела. Еще пару слов. Значит, по поводу физического мира, да, чтобы было понятно вообще, как оно действует. Нижние чакры, физический мир, да, строение тела человека. У мужчины половой орган выпуклый, у женщины впуклый. То есть мужчина в женщину закладывает. Закладывает, что он в нее закладывает? Если заложит сперму, она ему сделает, прогонит все это, сделает ребенка. Если там заложит какое-то жилище, она из него сделает дом, уютное жилье, да. Вот все, что мужчина в женщину должен заложить, это комфорт. Мужчина для женщины создает в материи, мать материальная, ей в материи надо создать комфортные условия для жизни. Тогда она берет эту материальную энергию, прогоняет до сердца, раздает высоковибрационно. Значит, раздает высоковибрационно, и тогда на этой энергии мужчина идет вперед, делает свершение, меняет мир. Ну, сейчас вместе они идут, да, она вот светится, все в порядке, хватает и на семью, и на всех. Женщина в семье играет роль атмосферы. И за атмосферой следят оба. То есть нельзя, когда когда ваша атмосфера начинает сыпаться, тыкать в нее пальцем, говорить, соберись, соберись, соберись. Это не помогает, это не действенно, друзья мои. Очень хорошо, что вы видите, что ваша атмосфера ни к черту не годится. Но надо ее исправить, надо ей помочь. Шоколадками, цветами, плевать чем. Просто найдите что-то, что вытягивает вашу женщину из этого состояния. И все. И не надо в нее тыкать пальцем. Надо подойти, обнять. Чаще всего ей не хватает внимания и эмоций. Потому что мы все женщины как бы в детстве недополучили. У нас отцы были рощены поствоенным или военным поколением. Вот, и там никто не делился ни чувствами, ни эмоциями. То есть всем женщинам сейчас не хватает внимания. Да дайте ей внимание. Пусть она цветет, ваша атмосфера. Пусть она вам дает высоковибрационную энергию. Что, жалко, что ли? Вот, значит, какие могут быть сбои, да, в этой схеме? На мужчине. Если мужчина не закладывает в женщину, он у нее ассоциируется с сыном сразу же. То есть сынуля, он ничего не закладывает. Но ему надо отдавать, его надо родить, одеть, обуть, ему молочком надо покормить, ему надо дать. Вот если мужчина много просит, но ничего не закладывает в материи, автоматически женщина через какое-то время начинает его воспринимать как сына. И она уже не говорит ему, да, дорогой, я беспокоюсь о тебе, я бы хотела тебя одеть потеплее. Она ему говорит, одень шапку, быстро. Вот так. И нет уважения. И уважение – это нечто, что нельзя выбить из человека. Почему ты меня не уважаешь? Почему ты меня не уважаешь? Я тебя не уважаю, потому что ты в моих глазах не заслуживаешь уважения. И плевать, я дура или ты дурак. Вот так вот. Плевать. Но если не заслуживаешь, не выбили вы у человека уважение, да, не увидел он ваших каких-то достатков, вы никак не выцарапаете его. Ему можно только заслужить с какими-то, ну, в хорошем понимании заслужить, не выслужиться перед кем-то, да, а получить в результате своих каких-то действий. Вот об этом нужно помнить. Вот, значит, сбой вот здесь, да, первый, если мужчина не додает. Второй сбой, это когда мужчина додает, а женщине настолько не хватило внимания в детстве, что у нее вот в этом сердечном центре дыры. Что такое дыры в сердечном центре, чтобы меня не убивали? Выражаясь психологическим языком, это недокормленный внутренний ребенок. Это когда в детстве, детские годы – это наша база, и здоровое детство – это здоровая психическая база. Вот когда в детстве вниманием ребенка докормили, у него сердце полное, он раздает постоянно, отдает. Если не докормили, в нем образуются энергетические пустоты, недостаток внимания. И тогда женщина остается девочкой, и она не может никого накормить высоковибрационной энергией, она все в себя. Это вот те сейчас девчонки, да, с счетчиками, с губками, ну дай, которые папика ищет. Таких тоже очень много, я не спорю. Которые вообще вот на материальном зациклены.
вот, и которые измеряют внимание мужчины деньгами, подарками, всеми делами, а не вниманием, как оно и должно быть. Вот. Если, мужчин, вы выбрали такую женщину, значит, она вас в чем-то отражает. Женщина, если вы выбрали мальчика, он, значит, вас тоже в чем-то отражает. В любом случае, копайтесь в себе. Вот так вот. Если рядом с вами партнер, который вас не удовлетворяет, копайтесь в себе. Если у вас соединены 3 центра, физическое тело, энергетическое тело и ментальное тело, если вы все 3 центра говорили да-да-да при выборе партнера, тогда у вас все будет в порядке, они будут держать. Вот. Если вы выбирали либо одной писюлькой, либо одним сердцем, как это женщины часто делают, либо одним мозгом, ну, будут накладки по-любому. Это, скорее всего, будет кармический партнер, который будет призван поднимать в вас какие-то блоки для того, чтобы вы их изменили. Вот. Вот такие вот дела. Наверное, на сегодня хватит. Информации и так много. Я вас оставляю, друзья мои, все это дело переваривать. Напомню, что сейчас каждый сам решает, в каком мире он будет жить. Не забывайте, не поддавайтесь, стройте свою реальность. Выбивайтесь из колеи. Стройте не вопреки тому, что происходит, не назло тому, что происходит, не для того, что происходит. Стройте для себя, из сердца, чувствуйте себя. Спрашивайте, задавайтесь вопросом, что мне хочется, где вот это мое решение или не мое, почему я себя так чувствую, зачем я себя так чувствую, а откуда, а что. Следите за своим внутренним речитативом, анализируйте, что у вас происходит в голове, убирайте бу-бу-бу, заменяйте бу-бу-бу вот это, оно очень много чего портит. Я такой, вот какого хрена, а за это, зачем, а это, стоп, что я хочу? Я хочу, чтобы у меня собралась достойная база для того, чтобы строить свою реальность. Поставили и вот заменили бу-бу-бу на эту фразу. Или я хочу выражать себя комфортным для себя и для людей образом. Или я хочу перестроиться, я хочу, чтобы трансформации произошли наилучшим образом. Я хочу выполнять свое предназначение. Вот такое бу-бу-бу. Включайте и все. Пусть оно лучше вертится в голове. Вот так, друзья мои, держитесь. Всех обнимаю, всем сил. Тряска только началась. Вот, выстраивайте. Но все зависит от нас. Как сложно будет, как долго будет, все зависит от нас. Выстраивайте внутренний стержень, держитесь своего сердца. Вот, всем любви, всем осознанности и всем благости, радости в этот день, в этот день и в это время. Радость нас, наверное, поддерживать будет нереально. Все, всех обняла, всем пока.